В один обычный летний день в маленьком городке на окраине Африки стадо слонов гуляли на поляне. Была тихая и спокойная атмосфера, но внезапно один из слонов отстал от стада, потому что учуял что-то в земле. Он начал копать землю своим массивным и могучим хоботом. Местные жители, которые находились неподалеку, обратили внимание на это необычное зрелище и решили проверить, что именно делает слон. Проявив осторожность, они подошли ближе и увидели, что слон с огромным рвением копает яму в земле. Удивленные люди не могли понять, зачем слон рыл землю и что именно он там ищет. Они решили приблизиться еще ближе и разглядели движение внутри ямы. И тут жители поняли, что слон учуял что-то живое. Осторожно опустившись на колени и заглянув внутрь, они увидели маленького рыжего котенка, который был окружен землей и даже не пытался выбраться из ямы. Все поняли, что котенок сильно нуждался в помощи и заботе. Местные жители быстро организовали спасательную операцию. Они вытащили котенка из глубокой ямы и обвязали его теплым шарфом, чтобы уберечь от холода и шока. Котенка назвали Лэнди, как земля с английского. С тех пор Лэнди стал любимцем всего городка. Он рос счастливым и здоровым под опекой добрых местных жителей, которые заботились о нем с любовью и отдавали все силы, чтобы дать ему лучшую жизнь. Лэнди был необычным и особенным котенком, который навсегда останется в сердцах людей, которые спасли его от забытья и одиночества. А слона все благодарили и помнили об его чутье и поступке. Таким образом, история Лэнди и его спасения стала главным предметом бесед и историй в этом городке на окраине Африки. Он стал символом надежды и того, что любовь и сострадание способны принести в жизнь невероятные перемены. Маленький Лэнди вырос, превратившись в обаятельного и энергичного кота. Он стал источником вдохновения для многих людей в городке, показывая, что даже самая маленькая и безобидная сущность может иметь огромное значение и вносить изменения вокруг. Увидев, как Лэнди процветает, местные жители вдохновились его историей и начали более активно заботиться о животных в своей округе. Они организовали благотворительные акции, собирали пожертвования и устраивали приюты для бездомных животных. Потребность в любви и заботе, которую Лэнди испытал, отразилась на сердцах местных жителей и привела к положительным изменениям в отношении животных и их место в обществе. С каждым годом история Лэнди становилась все более известной. Люди из других городов начали приезжать, чтобы увидеть эту удивительную личность, которая смогла сделать такое сильное впечатление на маленький городок. Лэнди стал не только местной знаменитостью, но и символом надежды и милосердия для многих людей. Однажды большой город соседней страны решил построить новый развлекательный парк, который потребовал удаления десятков деревьев и животных из их естественной среды обитания. Горожане были возмущены и обратились к Лэнди за помощью. Кот, энергично встретивший вызов, обратился к другим животным и сообщил им о происходящем. Собравшись под знаменитой тополевой рощей, они создали мятежное движение, объединяющее всех, кто был против разрушения их родной земли. Их голоса пронзали воздух, пробуждая силу и решимость бороться за свое домовитое и естественное окружение. Лэнди стал их главным героем и лидером, объединяющим их в этой справедливой борьбе. Их настойчивость и неумолимость привлекли внимание СМИ и вызвали интерес общества к проблеме сохранения дикой природы. Благодаря силе массового движения строительство парка было отменено, а животные были переселены в специально созданный заповедник. Этот эпический крик охраны окружающей среды стал главным поворотным моментом в истории города и его отношения к природе. Таким образом, история Лэнди продолжала вдохновлять и изменять жизни многих людей. Он стал символом борьбы за природу и доказательством того, что даже самые маленькие существа могут принести сильные перемены. Лэнди стал наследием города и его гордостью, навсегда оставшись в сердцах и в памяти каждого
кто повстречал его на своем жизненном пути. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.